Мелани Уокер. Десятка. Моя личная причина для ежегодного пересмотра Batman Beyond и лучшая девочка DC. История которой настолько же трагичная, насколько важная для понимания всего жанра супергероики. И, как всегда, мало кем замеченная и осмысленная. Но при этом ставшая началом глобального размышления толпы сценаристов о деструктивности супергероики как таковой. И если вам интересно узнать, каким образом персонаж, появившийся всего в 3 сериях, может не только вызвать затяжную депрессию, но и углубить понимание DCEU, а также постмодернистской супергероики в принципе, усаживайтесь поудобнее. Самое время задуматься и, конечно, погрустить. Или заняться чем-то полезным, обратившись к Skillbox, образовательной платформе, позволяющей получить профессию разработчика на одном из самых популярных и простых языков – на питоне. Вы сможете освоить данный курс даже без особых знаний в программировании, изучая на протяжении 10 месяцев множество онлайн-лекций и выполняя практические задания от экспертов-практиков из крупных компаний, таких как Сбер и EPAM. По итогам обучения ваше портфолио пополнится сразу 3 крупными проектами. Вы напишите Telegram-бот для турагентства, маркетплейс наподобие Яндекс.Маркета и социальную сеть а-ля Twitter. Вы пройдете командную стажировку, которая максимально приблизит вас к реальному опыту разработки в IT-компании. И все это с вечным доступом к материалам и обновлениям, а также гарантией трудоустройства. Карьерный центр осуществляет поддержку всех пользователей, защитивших итоговый проект, и не только предоставляет список вакансий, но и помогает составить резюме и организует собеседование в крупные компании. И даже если при таких условиях вы не получите по окончании курса работу, не волнуйтесь, Skillbox вернет вам ваши деньги. Но как показывает статистика, 88% пользователей находят работу до окончания курса, а значит, платформа успешно выполняет свои задачи. И если вдруг вас беспокоит оплата, спешу обрадовать. Первый платеж можно внести только через 3 месяца обучения, а так как начать работать можно до окончания курса, плюс зарплата разработчика позволяет окупить все затраты, сделка выгодная и удобная. К тому же, учитывая льготы от государства и год английского в подарок, приобретение курса обретает еще больший смысл. Ну и в дополнение к моему спичу, по промокоду NUKE1 для моих подписчиков будет скидка в 55% на курс. Оставляйте заявку прямо сейчас, пока действует предложение. Подробная информация о программе курса и регистрация по ссылке в описании. Мелани Уокер предстает человеком глубоко травмированным и несчастным. Будучи членом банды Royal Flush, она только и делает, что грабит, ворует и ввиду проблем с законом меняет место жительства. Ей попросту негде найти круг общения, а группировка, которую Мелани называет семьей, видит в ней лишь удобный инструмент для достижения собственных, зачастую меркантильных целей. И даже если вообразить, что в один момент девушке могла бы представиться возможность найти друзей, смогла бы она ею воспользоваться? Сомневаюсь. Профессиональная воровка, на протяжении всей жизни находившаяся в криминальной среде и запертая в идеологии собственной семьи, вряд ли нашла бы общий язык с богемой или отбросами будущего. И не находит. Ей нет места на празднике жизни, поскольку жизни она толком и не знает. Как и не знает, что будет с ней завтра. Страх будущего, страх одиночества, страх в один момент потерять все то немногое, что у нее есть, это главная характеристика десятки. Ее страгл и ноша, которая так роднит девушку с Терри МакГиннесом, побитым жизнью панком, выбравшим делом всей своей жизни геройство. Неудивительно, что эти двое нашли общий язык, да? Особенно в ситуации, когда новый Бэтмен отвергнут девушкой и задушен делами наставника. То есть, также пребывает в состоянии одиночества и неопределенности. Two of a kind. That's what we are. I'm Melanie. Melanie Walker. Terry McGinnis. Любовь, эйфория и вся прелесть компании человека, близкого по духу и взглядам, обрушивается на нашу героиню. И вот она, счастливая и довольная, возвращается в реальность, в которой нет места для Мелани Уокер, только для десятки, так необходимой Royal Flush. You'll be your king. You'll have all the money you want, all the freedom, the very finest life can offer, but only if you stick with this family. Интересная установка, которую задает мать непутевой дочери. Найди короля, и он решит все твои проблемы. Будь с бандой, будь с семьей. И действительно, семья для десятки – это все. Опора, поддержка и... да ладно. Зависимость, боль и единственная причина, по которой она не может быть с Терри. Отдав себя семье, она разбивает сердце молодому панку и отправляется в тюрьму. Но это же не конец.
if you hate me, I understand. What I did to you before, I didn't have a choice. It was between you and my family. There's always a choice, Melanie. Выбор. Тема второй серии и кульминация преступной карьеры десятки. На кону уже не любовь. На кону семья, попавшая в долги. И разрешить проблему под силу только девушке, поэтому она, недолго думая, начинает грабить мафию. Ведь семья — это важно. Важно настолько, что самоубийственная вылазка в убежище банды Джокера не кажется ей такой уж самоубийственной, как и нападение на бомонд криминального мира. Чем это оборачивается, можете судить сами. Well, that's darn nice of you, but it's not enough now. И вот Терри МакГиннес снова вынужден разбираться в своих чувствах и спасать даму, которая однажды его предала. If you come out of this okay, and I don't, will you give it to him? And you won't read it. Promise? I promise. Очень трогательно, не так ли? Девушка отправляется на свое последнее дело и, чувствуя смерть, хочет оставить для любимого человека хоть какое-то объяснение всего произошедшего. Грустно. Особенно учитывая тот факт, что с семьей Мелани никаких неприятностей не случалось. Они просто ее проверяли. All I've ever been to you is an accomplice, never a daughter. I just wish it hadn't taken me so long to realize it. How sweet. Осознание всей плачевности ситуации подталкивает Мелани к тому самому выбору, обозначенному в начале, и, совершив его, она теряет последние радости жизни. What's that piece of paper? It's nothing. Третья серия посвящена последствиям выбора, и, как всегда бывает в Batman Beyond, они не очень утешительны. На первый взгляд, все очень даже хорошо. Мелани нашла работу, помогает брату, который также решил встать на истинный путь и даже не думает о преступлениях. Ее семья, наоборот, пребывает в тотальном кризисе и страдает от самодурства короля, который, в общем-то, эту семью разваливает, оставив мать у разбитого корыта вместе со всеми идеалами и принципами. Относительно других, у Мелани все прекрасно, и сделанный ей выбор спас десятки как минимум жизнь. Или нет? I made a lot of salads to pay for this. Фраза, трагичность которой может понять каждый, кто работал в сфере низкооплачиваемого труда. Получив свободу, Мелани убила для себя всякое будущее, которого так боялась. Ее ближайшая перспектива на 10, а может быть и на 20 лет – работа в общепите. Преимущественно за гроши. Ведь людям с судимостью довольно сложно адаптироваться в обществе будущего и так изнывающего от социальных проблем и невзгод. Навыки, полученные за годы пребывания в Royal Flush, никак ей не пригодятся, если, конечно, она не решит взяться за старое. Но это же неправильный путь. Верно? Так сказал Терри МакГиннес, отказавшийся от девушки в угоду супергеройского трико. И что мы имеем в итоге? Очередная безрадостная жизнь без всяких перспектив на хоть какое-то достойное завершение. И альтернатива в виде пусть и более веселой, но такой же безрадостной кончины в тюрьме или в момент очередной вылазки. Вот она, настоящая трагедия маленького человека, чья судьба была предрешена задолго до момента выбора. Но вдруг все куда глобальнее и страшнее. What are you doing here in the dark? Watching the sunset. That was an hour ago. I know, but they're gonna do an instant replay. Really? Наконец-то пересказ закончился, и я могу со спокойной душой выдавать свою шизофрению за реальное положение вещей. Для начала давайте вспомним, что же такое Готэм в мире Бэтмена будущего. Это суровая, не прощающая ошибок иерархическая структура, в которой технологический прогресс достиг такого уровня, что попросту вытеснил реальность. А всесильные личности, способные вести за собой массы, давно мертвы или забиты обстоятельствами, а потому обществом руководит тщедушность, коварство и подлость. Логично, что в рамках такого сеттинга изменилось представление о супергероях, и трилогия «Десятки» прекрасно это иллюстрирует. Помимо стандартной любовной драмы, сценаристы презентуют конфликт идеологий. Старое поколение в лице Брюса Уэйна и Короля аргументирует каждое свое действие некой идеей возмездия. В первом случае за смерть Томаса и Марты, погибших буквально ни за что ввиду отсутствия того самого чудесного спасителя в плаще. Во втором за честь банды, которую когда-то унизил и переиграл Бэтмен. Терри и Десятка же в лице нового поколения борются за собственное счастье и покой. Изначально позиция первых кажется гораздо выигрышнее и весомее позиции вторых. Но при детальном рассмотрении все естественно меняется диаметрально противоположным образом. Вендетта Короля в контексте Нео Готэма
нечто винтажное. По своей логике и стилю он тот самый злодей, порожденный театральной эпохой костюмированных битв, кричащий о чести и достоинстве преступника. Но по факту червь, не способный предложить и талики того, что предлагали его предшественники. Тот же Джокер, расписывая мир кровью, оставил за собой как минимум банду нигилистов, а от короля в лучшем случае останется крайне негативная заметка из мемуаров его жены. Он пустышка, суррогат, не творец, а делец, движимый исключительно жаждой наживы и потерявший в погоне за ней все, чего каким-то образом достиг. Прям как Брюс Уэйн. Да, ребята, на данном канале, если вы еще не поняли, Бэтмена ненавидит. Очевидно, позиция Брюса смотрится выгоднее, ведь... One night always makes the difference. I know what it is. И воодушевленный зритель, вспомнив старые времена, пищит от восторга и бежит нарезать деда на цитаты, чувствуя всю сакральность борьбы за справедливость. Но... за какую справедливость? Насколько релевантным может быть аргумент к событиям, произошедшим несколько десятков лет назад? И смог бы Брюс Уэйн спасти своих родителей, будучи на момент трагедии Бэтменом? Возможно, смог бы. А сотни других семей, которых в этот момент мог убивать любой дефолтный грабитель? Ответ очевиден. Позиция Брюса слаба, потому что опирается не на логику, а на эмоции. И когда он постулирует ее в рамках своей деятельности, все окей. Он психически травмированный человек, который пусть и не очень эффективно, но пытается делать добро. Правда, когда он говорит об этом подростку, отомстившему за своего отца чуть ли не в день его смерти, это по меньшей мере странно. Особенно как аргумент необходимости продолжать свое дело, ведь чего добился Брюс Уэйн? Да, в общем-то ничего. Его компания из светоча, за которой держится весь город, превратилась в тьму, которая этот город развращает и калечит. Семья, созданная под эгидой защиты слабых, не смогла защититься от внутренних расприй и стала разрозненной, жалкой кучкой психически больных людей, начисто потерянных в своем прошлом. А главная, казалось бы, заслуга, борьба с суперзлодеями, обернулась тем, что через десятки лет эти злодеи возвращаются, но не за тем, чтобы грабить или мучить людей, а за Брюсом Уэйном. Человеком, который их однажды унизил. Не во благо справедливости или добра, а во благо своей травмы. И согласитесь, на этом моменте простое желание подростка влюбить и созерцать уже не кажется таким мелочным и кринжовым. Я бы даже сказал, оно равноценно желанию старого поколения, но гораздо более честное и светлое. Они всего лишь не хотели быть над человеческой жизнью. Они хотели ее прожить. И тут возникает вопрос, насколько супергероика, скажем так, привлекательна как профессия и насколько она калечит людей. Думаю, ответ вы уже знаете. Супергероика — это всегда травма. Она даже в самых ванильных историях представлена именно как способ победить менталочку, и несмотря на прикрытие в виде экшена, славы и общего превосходства над массами, герой в подавляющем большинстве случаев обречен на страдания. Питер Паркер, мертвый дядя, Кларк Кент, гибель родного дома и желание защитить новый, Брюс Уэйн... Да я вроде объяснил, они выбирают свой путь под воздействием боли и болью руководствуются, а их борьба обречена на провал. Потому что, как и в случае с королем, за идеей скрывается обычный эгоизм, ведущий к разложению. Но при чем тут вообще десятка? Терри МакГиннес и Бэтмен будущего? Ну, как вам сказать? Они буквально эту боль иллюстрируют и показывают всю безвыходность комиксных персонажей в рамках собственной безысходной реальности. Рассказывая о десятке, я говорил о выборе и ее невозможности сделать правильный, потому что правильного и стопроцентно удачного не существует. И все величие ее трилогии как раз таки в том, что выбор отсутствует у каждого персонажа в ней участвовавшего. Ошибается король, ошибается его дама, ошибается Брюс Уэйн, ошибается Мелани и ошибается Терри. Поскольку выбрав путь героя, он буквально ломает свою жизнь, умирая в мучениях. Но могли они все изменить? Нет. Истерзанный скальпелем Тим Дрейк, потерявшая всякий задор Барбара Гордон и безымянный, ушедший куда-то на 10-й план Дик Грейсон сами выбрали свой путь. Потому что не могли иначе. Как иначе не мог Бэтмен, Супермен, Человек-паук, Неуязвимый и любой другой герой. За их эгоизмом и абсолютно неработающей идеей стоит какая-никакая, но мораль. И ни один человек в комиксной или нашей реальности не имеет права упрекнуть их в ошибке, поскольку все наши любимые супергерои такие же люди, с дуру решившие изменить целое человечество, отношение к преступности и друг к другу. Поэтому не мудрено, что рано или поздно они выгорают и окунаются в депрессию, разочаровываясь в собственной деятельности. Но давайте признаемся, если бы они в определенный момент решили уйти, мы бы уважали их
куда меньше. Поэтому десятка, в общем-то, как персонаж для меня лучшая среди всех девочек DC. Не из-за внешности или поведения, а из-за наглядной иллюстрации всей тяжести супергеройской или суперзлодейской ноши. Ее сравнение с Селиной Кайл, которая приводит Брюс Уэйн, не просто отсылка. Скорее грустная шутка, демонстрация безрассудной, упивающейся беззаконием витрины и бесконечно одинокого, обреченного на страдания закулисья. Повтора заката не будет, ведь тогда он не будет столь прекрасным и завораживающим. Instant replay, yeah, right. Twip. Но благо DC продолжила существовать после Бэтмена будущего и родила множество эпизодов Лиги Справедливости, посвященных тяжести супергеройской ноши, поскольку авторы не гнались за цифрами, а изучали жанр, донося до детишек и подростков волну, начавшуюся еще в 80-х, волну рефлексии и размышления над основами и столпами супергероики. Хранители, Лечебница, Dark Knight Returns, а впоследствии Неуязвимые, Пацаны и множество проектов вне рамок комиксов. Но Лига Справедливости, поверьте, когда-нибудь я покажу вам настоящий закат, бережно собранный Брюсом Тимом и его командой. Ну а пока насладитесь маленькой, локальной историей, говорящей о глобальном. Прочувствуйте боль персонажа и подумайте, насколько жизнь из книжки с картинками в попытке победить реальность и эскапизм близка к нашей, реальной. И насколько красив и при этом ужасен закат золотого века супергероики. Ну а с вами был Нюк, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. А если ждать не хочется, переходите на Бусти, ведь только после оформления подписки вы сможете стать великим представителем общества, который не только удостаивается чести быть показанным на экране, как эти ребята, но и получает некоторые плюшки. Также рекомендую заглянуть в группу во ВКонтакте, там новости и мемы, плюс анонсы, короче, классический такой Marvel and DC контент, ну и конечно чекайте телеграм-канал, дабы круглосуточно, без смс и регистрации, впитывать картинки с котами, размышления ни о чем и припадки, меня. В общем, самое время прощаться. Поменьше грустите, побольше гуляйте на улице и пишите комментарии. Всем удачи и пока!